Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад сегодня у нас на следующую неделю. Это неделя с 6 по 12 апреля. Давайте мы посмотрим, что ожидает наших Дев с 6 по 12 апреля, с понедельника именно по воскресенье. То есть на каждый день недели для Дев я достану по одной карте. Сначала это будет основная колода, затем колода дополнительная. И мы посмотрим, какие карты вам на каждый день недели выпадут и в каком сочетании, соответственно, это произойдет. Напоминаю также, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, вы можете оставить свой лайк, свое сообщение под этим видео. Я буду очень признательна вам за такую обратную связь, поэтому пишите, не стесняйтесь, подписывайтесь, также не забывайте. Я всегда рада новым зрителям, новым подписчикам. Итак, Девы, давайте посмотрим, что ожидает Дев с 6 по 12 апреля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта короля жезлов, может быть общение с огненным знаком зодиака, это львы, овны или стрельцы, возможно, но также здесь еще и десятка мечей выпадает. То есть да, вы можете немножечко переживать или стрессовать из-за чего-то, что касается такого огненного знака зодиака, но также, если мы говорим в целом про общую энергию, здесь может быть какое-то переживание из-за работы, допустим, потому что король жезлов — это все, что может потешить ваше там честолюбие или то, в чем вы показываете свою целеустремленность, трудолюбие, да, то есть, возможно, здесь вот что-то заставляет вас попереживать, может быть, давление какое-то почувствовать или некомфортную ситуацию, некомфортную такую обстановку на работе, потому что вот что-то дается здесь не совсем легко. Дальше идет карта тройка кубков, тройка чаш, карта изобилия, успеха, вот, не знаю, праздника, каких-то радостных событий, которые у вас здесь происходят. На самом деле вы можете делиться какими-то своими позитивными эмоциями с окружающими людьми, с вашими друзьями или близкими. Вы в целом здесь общаетесь с близкими по духу людьми для вас. Может быть, действительно что-то отмечаете. И тут еще кубки, девятка кубков, happiness, счастье, какие-то излишества, которые у вас могут быть, как в целом ощущение достатка и опять-таки успеха и праздника, который у вас присутствует. Здесь, может быть, вас приглашают на какой-то праздник, на какое-то мероприятие, день рождения или что-то в таком духе. Дальше у вас идет карта сила, и это карта уверенности в себе, и физической, и эмоциональной, и духовной силы, а также умение договариваться, умение убеждать других людей в том, что для вас важно. То есть вы не физическую силу проявляете как таковую, а силу вот духовную, силу убеждения для вас. Карта сила в целом говорит еще и про общение с человеком знака Лев, поэтому для кого-то из Дев это может быть действительно какой-то важный человек знака Лев для вас в этот день. И тут же еще и десятка пентаклей, то есть достаток, благополучие, ваша уверенность в своих силах, потому что вы окружены близкими, потому что близкие — это тоже это то, что является нашим, как это назвать-то, нашим достижением, да, и по сути это то, что дает вам чувство стабильности, то, что дает вам ощущение поддержки, опоры, то есть вы здесь чувствуете свою силу, потому что вы окружены близкими, окружены их вниманием, окружены вот этой поддержкой мощной, также ощущение силы, потому что у вас есть материальная какая-то составляющая успешная, да, благополучие и стабильность в доме вашем, в конце концов, в бюджете, не знаю, может быть так. Дальше идет карта двойка жезлов, и это карта у Дев, которая показывает два варианта, выбор. Может быть, вы в четверг сталкиваетесь с ситуацией, когда нужно выбирать из двух вариантов, и нужно выбрать какой-то один, есть что-то, что у вас уже имеется на сегодняшний день, а есть еще какая-то новая перспектива, но вы не знаете, выгорит она или нет, принимать ее во внимание или нет. Вот вы можете ее рассматривать и интересоваться этим предложением, интересоваться этой возможностью. Вместе с семеркой жезлов, возможно, вы сначала как-то
удерживаете себя от этого предложения, как будто бы воспринимаете его как что-то ненужное вам, или стараетесь здесь как-то, не знаю, его критиковать, или вас критикуют за то, что вы вообще рассматриваете какой-то дополнительный вариант. Может быть, это окружающим не нравится, что вы какие-то ищете другие возможности. Дальше карта повешенной, карта зависшей ситуации, может быть, тупиковой ситуации или какой-то ситуации, где вот что-то идет не совсем так, как вы планировали, и вот есть остановка, пауза, может быть, в ваших делах, или вы на какие-то вещи смотрите по-другому, иначе, видите все в другой перспективе, и тут же еще из другой колоды та же самая карта выпадает в этой колоде, да, Таро Тота Алистера Кроули. То есть акцент делают карты на то, что в этот день вот прям будет важна какая-то кармическая ситуация для вас. Важна будет какая-то ситуация, которая принесет в вашу жизнь урок, чему-то вас научит и даст определенный опыт. Возможно, это происходит не просто так с вами в пятницу. Дальше идет карта Мир, карта успешного, скорее, завершения. Это карта чувства свободы, триумфа, победы. Не знаю, вот с чем еще ее, как ее еще назвать. В целом ощущение, что я смог или смогла, и ощущение вот этого вот признания окружающими ваших каких-то успехов. Тут же еще карта Императрица, поддержка со стороны какой-то женщины. Или вы чувствуете себя успешной, если вы женщина, успешной императрицей, которая смогла многого достичь, которая свободная, которая как победительница, да, по жизни. Может быть, вы здесь смогли куда-то, кстати, поехать в мир, встретиться с такой императрицей, может быть, с вашей мамой, может быть, здесь с вашей женой, если вы мужчина. То есть вот это ощущение все равно поддержки, заботы, внимания, которое вы проявляете или к вам проявляют. Карта Мир здесь дает ощущение мира и гармонии, которая есть у вас в душе. Дальше карта Влюбленная, карта тоже, кстати, выбора, может говорить о выборе, но и также основное значение влюбленное — это союз в паре, это отношения двух влюбленных, это желание какие-то доверительные отношения сохранять, доверять друг другу, что-то вот, знаете, как здесь строить совместно будущее, вот какие-то планы строить, вот эти здоровые отношения выстраивать. Возможно, вас здесь особенно интересуют отношения в паре, отношения двух влюбленных, а тут же еще и туз жезлов, то есть проявление страсти, огня и желания здесь у кого-то даже как новое начинание, то есть познакомиться с кем-то в этот день, начать строить с кем-то отношения, какие-то позитивные перемены могут произойти у вас в паре в этот день, и какие-то хорошие возможности открываются в этот день. Ну и в целом очень много страсти, очень много вот этой вот энергии, да, проявления эмоций, которые у вас здесь есть по этому тузу жезлов. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для Дев, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.